Сейчас мы установим Max-C на компьютер с установленной программой Windows 10. Идем вот сюда, где у нас находится Max-C. Открываем с помощью ультраиса и монтируем виртуальный привод в нашу программу. Все смонтировали. Это можно теперь отключить. Вот здесь у нас уже Max-C. Итак, первое. Нажимаем Disable UAC. Это Disable User Account Control. И заносим эти данные в регистр. Подтверждаем. Окей. И сейчас нам нужно перезагрузить компьютер для отключения контроля учетных записей. После перезагрузки продолжаем установку. Идем в наш виртуальный диск и начинаем устанавливать. Ищем Max-C Setup .exe. Сейчас, где у нас тут? Вот этот файлик. Setup .exe. Начинаем установку. Ну и следуем указаниям по установке. Выбираем Typical, вот этот вот пункт, самый верхний, Next. Выбираем карты CMAP NT Max, MapTech IRCC. Вот этот вот верхний пунктик выбираем. Здесь мы все подтверждаем. Окей, готово, не вопрос. Но сейчас мы закончили установку, но вот здесь вот эту галочку мы сюда не ставим. Мы не запускаем сейчас еще Max-C. Мы просто нажимаем финиш. Все, готово. Возвращаемся назад и устанавливаем eToken драйвер. eToken драйвер. Берем вот этот x64, потому что у нас Windows 10 x64 система. Кликаем вот этот файл. Подтверждаем. Готово. Следующий пункт. Опять возвращаемся, где наша программа. И нажимаем вот этот CMAP RTE.
Тут спрашивают калибровать экран. Нажимаем ОК. На вопрос E-токен отвечаем нет. Хотим ли мы активировать? Нажимаем да. Подтверждаем. Регион 0. Подтверждаем. Окей. Финиш. Возвращаемся опять. И идем к следующему файлу. Здесь нам надо будет заменить файлы, системные файлы, взломанными. Вот у нас вот есть Leakstore. Вот этот файл Leakstore нам надо положить туда, где находится программа. Программа у нас находится. Вначале мы сразу копируем. Копировать. Идем. System. Заменить в папке назначения. Копируем с заменой. Все, это мы сделали. Теперь смотрим мой компьютер, диск C. Здесь я уже загрузил карты. Ну вот здесь редакция 1029. Это августовские карты 2021 года. Вот наши карты. Мы сейчас будем указывать сюда путь. Итак, с этим мы закончили. Директорию с картами мы создали. Сейчас мы находимся вот в этой папке SMD93. Это системная папка в системе. И нам нужно будет открыть файл gdma admin.exe. Вот этот вот. Итак, что мы смотрим? Надо указать путь на наши карты. Вот ищем наш диск C. Диск C. Вот они. Нажимаем наши карты. Вот уже нам дало наш номер нашей коллекции. Нажимаем регистр датабаза. Зарегистрировали. И нажимаем Set as Default. Подтверждаем. Сейчас мы пойдем, возвращаемся в этот же системный файл. Ищем файл license admin. Вот он. License admin.exe. Выбираем здесь зона 0. И вводим сюда код. И нажимаем добавить лицензию. Лицензия была добавлена успешно. Окей. Все, это закрываем. Так, сейчас нам нужно будет, опять идем на наш диск, который находится в виртуальном драйве. Нам надо сделать dongle эмулятор. Это 6-й пункт. Нажимаем сюда и добавляем данные в регистр. Подтверждаем. Есть. Enable Test Mode. Сейчас нам нужно рестарт компьютер и дальше продолжим. Продолжаем. После перезагрузки идем опять в наш диск.
Вот донгл эмулятор. Сейчас мы будем вот этот мультики устанавливать, но будем запускать его не отсюда, а из Total Commander. Вот он. Нажимаем Install, BAT. Вот этот. Все. Это мы сделали. А теперь перезапускаем компьютер. Ну и запустим вот этот. Все, запустили данные в регистр. Перезапускаем компьютер. После перезагрузки мы сейчас проверим, что у нас установлено, как получилось установить наши ключи. Ну, идем пуск, панель управления, диспетчер устройств. Ищем наши установившиеся системные устройства. Virtual USB мультики. Вот он. Первый установившийся. Хорошо. Одно есть. И другая у нас. Вот он. SafeNet USB Super Pro Ultra Pro. Это то, что мы сейчас сделали. Донгл. Инсталляцию донгла. Все. Нормально. Это мы чисто проверили. Это можно было не делать, но мы проверили, чтобы убедиться. Идем опять в наш компьютер. Открываем наш виртуальный диск и переходим к 7 пункту. Сейчас мы нажимаем и начинаем продолжаем следовать указаниям. Нажимаем Repair, подтверждаем. Repair. Спрашивает про e-токен. Отвечаем нет. Нет. Нажимаем нет. И заканчиваем. Все. Мы установили Maxi. Ну и теперь нам нужно будет re-enable user account control. Идем сюда, опять идем на первый пункт и делаем re-enable контроль. Продолжить? Да. Окей. И сейчас нужно перезагрузить наш компьютер опять, чтобы изменения вступили в силу. И теперь после последней перезагрузки мы вот видим, что появился у нас значок Maxi. Нажимаем. Это первое включение программы. Пошла загрузка. Соглашаемся. Это можно закрыть. Теперь смотрим, что у нас карты. Открыть карты. CM93 S57. Вот они наши. Not open. Нам надо их открыть. Open. Окей. Зона 0. 0. Окей. Ну вот как бы и все. Посмотрим, что у нас есть. Вот у нас увеличиваем. Масштаб. Ну вот и все работает. Пожалуйста. Осталось подключить к GPS, и все будет хорошо. Будет ловить ЯИС,
и гирокомпас, все, что хотите. Смотрим здесь, Югославия. Вот и все. Все работает. Глубины есть, изобаты есть, берег есть. Все отлично. Установка закончена.